Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на такую, я бы сказал, несколько необычную тему. Военно-экономическое противостояние Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны. Дело в том, что очень часто, оценивая потенциал двух сторон самой тяжелой, самой кровавой войны в истории человечества, пытаются сравнивать не реальный Советский Союз, каким он был в 1941 году или даже в 1943 году, а сравнивают с Советским Союзом, который, может быть, кто-то застал. То есть это Советский Союз времен его расцвета, то есть годов 70-х, 80-х, когда действительно сверхдержаве было многое по плечу. Но опять же, в сравнении с стандартами 40-х годов. И на этой почве развивается множество иной раз домыслов и конспирологических теорий. Хотя на самом деле очень многое можно объяснить, если вспомнить о реалиях тех лет, о реалиях 1941 года и вообще противостоянии реальных стран, каковыми были Советский Союз и Германия 40-х годов. В силу разных причин, в том числе влияния кинематографа, Вторая мировая война часто сводится к столкновению танков. Однако в действительности артиллерия, старая добрая артиллерия, оставалась царицей полей сражений и богом войны. Это был вечно молодой бог войны. И более того, можно сказать, что и до сих пор артиллерия остается богом войны. Попробую немного пояснить этот тезис. И вообще говоря, Вторая мировая война, можно даже сказать, что это был апофеоз артиллерии. И ее где-то, может быть, даже наивысшая точка развития. Потому что послевоенный период, конечно, очень много стало отдаваться ракетной технике. Дело в том, что артиллерия позволяет на большой дистанции поражать противника и делать это силами расчета, которые этого самого противника даже и не видит. Стрелять на большие дальности, маневрировать то, что называется траекторией, и на слайде это показано. То есть мы видим, что одна и та же пушка на разных углах возвышений, при разных зарядах, то есть когда в орудие заряжают гильзу, в которую сложены разные по весу пороховые заряды, может очень гибко стрелять и на большую дальность, поражая, например, какие-то штабы или своего оппонента, артиллерию противника, так и какие-то накопившиеся в складках местности резервы, так и доты, дзоты, обычные окопы на передовой. И, собственно, танки ни в коей мере это не заменяли полностью. Понятно, что какие-то задачи они на себя брали, но нельзя сказать, что они заменяли артиллерию полностью. По-прежнему и у Красной армии, у Вермахта очень большое внимание уделялось как раз-таки использованию артиллерийских систем. Без поражения с помощью артиллерийских систем как позиций, так и резервов, так и артиллерии противника, наступательные операции, крупные наступательные операции во Вторую мировую войну были невозможны. И вот как раз-таки с этим средством борьбы у Советского Союза, у реального, подчеркну, Советского Союза
И на самом деле 43-го, 41-го и 45-го годов были определенные проблемы. Для того, чтобы пояснить этот тезис, я позволю себе несколько углубиться в теорию, максимально ее упрощенном и понятном варианте. Что такое пороховой заряд артиллерии 20 века? Это совсем не крупинки пороха, которые мы могли видеть, например, в фильмах про стрелков из мушкетов, мушкетеров. Порох сам по себе стал изделием высокой технологии, и здесь следует обратить внимание вот на что. Пороховые крупинки, точнее элементы порохового заряда, они были довольно сложной формы. Они выглядели как такой бочоночек с 7 внутренними каналами. Делалось это для так называемого прогрессивного горения, чтобы по мере продвижения снаряда по стволу орудия объемы выделяемых каждой порошинкой газов, они увеличивались. Производились эти элементы порохового заряда на самом деле довольно просто, через такую формочку с иголками, с 7 иголками пропускалась пороховая масса, и вот именно здесь были заложены проблемы, которые существенно затрудняли для Красной Армии противостояние немцам. Как известно, генералы готовятся хорошо к предыдущей войне, и то же самое можно сказать даже и не только о генералах, но и о военно-промышленном комплексе, о странах в целом. И действительно, Советский Союз учел проблемы Российской империи, проблемы, связанные тоже с производством пороха. И, во-первых, были отработаны технологии производства целлюлозы из древесины, и основным видом пороха, который использовала Красная Армия в 30-е годы и в начале 40-х, это был пероксилиновый порох. Хотя, вообще говоря, к тому моменту очень многие страны переходили на нитропороха. В чем разница? Разница заключалась в технологии времени обработки. Дело в том, что чем больше орудия, тем больше калибр, чем больше дальность стрельбы, тем толще вот эти вот стенки порохового заряда. То есть Е это как раз вот так называемая толщина свода, горящие элементы пороха. И чем она больше, чем толще стенки вот этого бочоночка, который мы видим на экране, тем дольше он сушится. И вообще говоря, для высушивания пероксилиновых зарядов для достаточно вроде бы простой гаубицы 122 миллиметра, орудие, точнее, 122 мм 31 года, требовалось несколько недель. То есть это сильно затрудняло цикл производства, и помимо затруднения, собственно, расширения производства и разворачивания его на новом месте, все это приводило к тому, что в меньших объемах производились наиболее нужные, на самом деле, в вооруженных силах заряды к орудиям больших калибров. Нитропороха, они этого недостатка практически лишены. Понятно, что тоже надо сушить, но куда меньшее время. Эксперименты с порохами, с нитроглицериновыми или баллиститными порохами проводились на самом деле еще с времен Первой мировой войны, но в Российской империи они не достигли нужного результата. Проблема был так называемый разгар орудий. Выражалось в том, что артсистема просто быстро выходила из строя. В
В СССР эту проблему тоже преодолеть не смогли, и результаты были на самом деле достаточно печальные. То, что Красная Армия, особенно в условиях эвакуации и в условиях, когда требовалось разворачивать новое пороховое производство и потери завода в 1941 году, не могла соревноваться с немцами. Немцы зачастую банально выигрывали артиллерийскую дуэль. То есть как бы экономическое развитие страны, вот тот самый тезис, о котором был выдвинут заголовок этой лекции, вот бедными в этом ситуации как раз оказывался Советский Союз, который использовал в какой-то мере даже, можно сказать, устаревшие технологии и оказывался в хвосте прогресса в отношении производства порохов. И, естественно, меньше выпускали снарядов в сторону противника. Но это было бы полбеды. Я не открою большого секрета, если скажу, что большая часть артиллерии вермахта она передвигалась на конной тяге, но наиболее тяжелые системы, самое главное, артсистемы для подвижных соединений, для танковых дивизий, они передвигались с помощью скоростных тягачей. И вот такие тягачи позволяли тягать тяжелые пушки со скоростью 50-60 км в час. В СССР военные на самом деле очень хотели такие тягачи. Они говорили о том, что нам нужен арттягач по типу Краус-Мафей, как раз вот один из производителей таких скоростных тягачей. Но промышленность отечественная им таких тягачей не давала. Производились более скромные по характеристикам аналоги, причем они производились преимущественно на самом деле для стрелковых дивизий, а вот для мехкорпусов, для танковых бригад позднее этого всего уже было недостаточно. Нужен был именно тот самый Краус-Мафей, и, собственно, всю войну это было большой проблемой советских подвижных соединений, то есть те самые танки, которые были, опять же, по распространенному такой стереотипу, были королями сражений Второй мировой войны. В какой-то мере это правильно, да, действительно так было. Но советские подвижные соединения, они были слабее в артиллерийском отношении, это тоже уменьшало их возможности. Поэтому, когда говорят, что в Советском Союзе было больше 20 тысяч танков в июне 1941 года, а у немцев было меньше 4 тысяч, тут надо как бы продолжить это сравнение, поставить другие колонки и напомнить, что в графе «скоростные тягачи» за Красную Армию стоит 0. Просто 0. И основную массу тягачей артиллерии тяжелой для Красной Армии это были бывшие сельскохозяйственные тягачи, так называемые катерпиллеры. Они поэтому назывались С-60 и С-65. То есть S, русская буква S, на самом деле это латинская Си от названия трактора от его производителя, американской фирмы Caterpillar. Была закуплена лицензия, производили очень удачные машины, на самом деле, для сельского хозяйства, просто отлично выпускались десятками тысяч штук. Но артиллерию эти сталинцы С-65 дизельные, они тягали со скоростью пешехода, поэтому постоянно куда-то не успевали. Это было серьезной проблемой. На это красные командиры очень активно жаловались. И более того, если сейчас доступны документы Главного артиллерийского управления Красной Армии, ГАУ, и я их, когда исследовал в архиве, видел по 1940 году постоянные жалобы именно на тракторный парк Красной Армии, именно на то, что не хватало тягачей, скоростных тягачей артиллерии, которые банально не успевали за танками. И то, что они не успевали, это приводило в том числе и к громадным человеческим трагедиям 1941 года. Здесь можно даже вспомнить сына Сталина, Якова Джугашвили, который был как раз офицером, командиром в механизированном корпусе танковой дивизии
механизированного корпуса, он как раз вот сталкивался с этой проблемой передвижения достаточно медленными тягачами артиллерии и гибели мехкорпуса, в том числе по этой причине. Еще один пример – это Вяземский котел 1941 года, тоже колоссальная трагедия, и попытки перебросить артиллерию с фронта, называется, в тыл к Вязьме, где, собственно, нужно было прорываться из котла, это тоже была большая проблема, связанная с подвижностью тех же самых тягачей. Поэтому вот это вот сравнение, Советский Союз 20 тысяч танков, Германия там 3,5 тысячи, оно высвечивает нам всего одну строчку в сравнении сторон. А если мы начнем смотреть остальные строчки, касающиеся как раз производства боеприпасов, в том числе самых тяжелых артсистем, тягачи, артиллерии и многое другое, то картина вырисовывается отнюдь неблагостная. И здесь не только какие-то новинки, даже я бы сказал, не столько новинки, сколько характерная для середины 20 века техника, но и реальный хай-тек, который в 1941 году назывался подкалиберные снаряды. Красная армия перевооружалась, как известно, на новую технику в 1941 году, и в литературе советского периода регулярно говорилось о том, что вот эта новая техника, танки КВ-Т-34, обеспечивали чуть ли не подавляющее преимущество, и более того, они были якобы неуязвимыми для противника. Но исследования последнего времени, я бы сказал, даже последних 25 лет, когда появилась возможность и в литературу погружаться по тематике, и, собственно, читать документы обеих сторон, то мы увидим, что на самом деле средства для поражения новых танков были именно за счет того, что Германия была страной богатой, а Советский Союз был страной бедной. Поэтому говорить, разводить теории, как это делает один самарский публицист, о том, что красноармейцы побросали свою технику, они, мягко говоря, слабо соотносятся с реальностью. Вот эту достаточно, на самом деле, совершенно для своего времени технику, которую осилил после индустриализации делать Советский Союз, она поражалась вот этими высокотехнологичными снарядами подкалиберными, когда выстреливается из орудия такая катушка, вот мы видим на слайде катушечной формы снаряд с обтекателем, а внутри него такая своего рода серебряная пуля, сердечник, который делался из вольфрама, точнее из карбида вольфрама. Это было вещество, которое было разработано и серийно начало производиться как раз в межвоенный период. И обладало оно высокой твердостью. Более того, оно широко использовалось в том числе и в промышленности. Из него изготавливаются резцы. Кто домашние мастера, я думаю, что многие знают, что такое победит. Победит, хорошо знакомый по встречающимся в быту сверлам для того, чтобы делать отверстия в бетоне, это как раз тот самый карбид вольфрама. Представьте, то же самое вещество использовалось для пробивания брони. И производилось оно в количестве десятков тысяч штук. То есть, в принципе, на каждый новый советский танк имелись десятки снарядов подкалиберных у противостоящих им немецких частей, как танковых, так и противотанковых. И технически они могли поразить и поражали и КВ-Т-34. Они не были такой большой проблемой, как нам рассказывал, не знаю, какой-нибудь Ибрагимов в противоборстве. Подкалиберным снарядом она справлялась с поражением танков КВ. И имелись и в избытке и снаряды разных типов, и, собственно, 1000 орудий, это все же довольно много. Дивизии первой волны имели по 2 штуки в каждом полку. То есть на одинокий КВ это хватало, как говорится, за глаза.
В Германии вольфрам, обычно задают вопрос, откуда в бедной природными ресурсами Германии вольфрам. Ответ – контрабанда. Контрабанда через Испанию, Португалию. Перекрыть эту контрабанду союзникам удалось только году к 43-му, а до этого подкалиберный снаряд производить просто в колоссальных масштабах. Это было то, что называется, одна из высокотехнологических опор в вооруженных силах Германии. Здесь, опять же, мы видим выстроенный на казеннике ПАК-38 снаряд подкалиберный, калиберный, то есть калиберного, например, хватало Т-34, особенно в бортах башни, подкалиберный с 400 метров брал КВ, ну и для стрельбы по пехоте, если требовалось, пользовались осколочные снаряды. Таким образом, средства борьбы были. И средства борьбы были именно потому, что немцы были формально богаче. Надо сказать, что в СССР, когда пытались сделать подкалиберные снаряды, полный рост стал вопрос именно о том, где брать вот эти высокотехнологичные карбид-вольфрамовые сердечники. Попытки их чем-то заменить, они успеха не имели абсолютно. И была даже довольно романтичная история, когда люди уже под давлением наступающих на Кавказ немцев брали себе в пояс, зашивали вольфрам, заготовки, и шли через перевал пешком, выносили его, потом из этих вынесенных на поясах вольфрамовых заготовок делались карбидо-вольфрамовые калиберные снаряды на Курскую дугу. И продолжая, что называется, противотанковую тему, позволю себе отвлечься от грустной истории с фальсификаторами истории, с создателем всяких завиральных теорий, и обратиться к теме более такой веселой. Это национальная наша особенность литературы. Опять же, такая литература есть на самом деле в Европе, в Соединенных Штатах. Это литература так называемых попаданцев, а те, кто проваливаются во времени и попадают в различные эпохи. Самым таким известным попаданцем по мировой литературе это Янкис Коннектикут Марка Твена. В последние пару десятилетий очень развилась у нас литература о попаданцах, что называется, следуя мировой моде. И, естественно, попаданцы начинают давать ценные советы советским руководителям и дают, в частности, ценные советы Иосифу Сталину. Естественно, что предлагают попаданцы? Попаданцы предлагают оснастить Красную армию противотанковыми гранатометами. Человек якобы из нашей эпохи проваливается к Сталину и дает ему ценный совет о том, что с немецкими танками в 1941 году можно бороться с помощью противотанковых гранатометов. И, располагая этим оружием, можно не пустить немцев до Москвы. Можно, соответственно, перебить все танки Гудериана где-нибудь там в полосе километров 100 от границы. Они там все сгорят, и наступит счастье, и, в общем-то, дальше Красная армия сможет нанести ответный удар. Это все, конечно, благие пожелания. Я с большим пониманием отношусь к авторам попаданческой литературы, потому что в корне это лежит все же стремление переиграть историю в том плане, что спасти жизни миллионов соотечественников. Но грубая реальность – это грубая реальность. И проблема того, чтобы как на картинке советский боец с трофейным фосфопатроном. Вот чтобы создать такого бойца в 1941 году, мало принести к Сталину чертежи гранатомета РПГ-7. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что средний офисный клерк сможет нормально изобразить устройство РПГ-7, даже тот, кто служил в армии, даже офицер российской и советской армии, что он сможет адекватно все особенности прорисовать. Но это даже не самое важное. Самое важное – это вещество, которым наполнялась голова этого самого фосфопатрона. Это особые взрывчатые вещества, которые были разработаны в межвоенный период. Это гексоген и октоген. Они нам, к сожалению, стали известны благодаря взрывам домов террористами на рубеже 20-21 веков. И тогда что все узнали, что есть такое вещество гексоген.
Реально оно появилось в межвоенный период, и главная его особенность была как раз высокая скорость детонации, и именно это вещество могло использоваться для кумулятивных снарядов, то есть для создания боевой части, которая формировала вот этот вот скоростной пес, пробивающий броню, в том числе большой толщины. То есть фактически фауст-патрон мог пробить броню, даже самую толстую броню танка противника. Но вот с этим веществом как раз были большие проблемы с его производством в Советском Союзе. И если на стол Сталина положить чертеж РПГ-7 советского или даже фауст-патрона, хотя фауст-патрон, у него дальность 30 метров, это в общем ни о чем. Это такое оружие отчаяния. Но даже если положить вот это вот чертежи этого самого гранатомета, то товарищ Сталин задаст закономерный вопрос: а чем мы будем снаряжать его? На радостный крик попаданца, конечно же, гексогеном, если попаданец у нас более-менее сообразительный. Ответ будет: а где его взять? Производством гексогена в Советском Союзе были большие проблемы. И в 1941 году его было очень мало. И эту проблему удалось частично решить только году к 1943-1944. В том числе проблема была, например, сырье. То есть сырье для производства гексогена тоже само по себе продукт химической промышленности. С этим сырьем были проблемы с технологией, и даже наладив производство этого вещества, используя в армии кумулятивные снаряды с нужными характеристиками, Советский Союз отставал от Германии в производстве высокоэнергетических взрывчатых веществ в десятки раз. И это тоже было, что называется, проблемой вооруженных сил. Поэтому на вопрос, почему у Красной Армии не было фауст-патронов, один из ответов он именно такой. Потому что не было в достаточном количестве гексогена и октогена. И их наладили всерьез производство уже там в послевоенный период. И не надо проецировать Красную Армию 41 даже там 45-го годов на Красную Армию хрущевского периода, точнее уже советскую армию хрущевского периода. Поэтому простых решений нет. Далее. Простого решения попаданцы дать не могут, но помимо вещей сугубо военных, естественно, есть вещи двойного назначения. Такие вещи двойного назначения, изделия, это, например, коробки передач. И коробки передач, которые, собственно, проектируются, могут изначально для мирной техники, они тоже могут быть с разной степенью сложности изготовления. И, естественно, для тяжелых машин, каким являются танки, были весьма эффективны такие так называемые планетарные коробки передач. Более того, в советских конструкторских бюро проектировались танки под планетарные коробки передач. Но де-факто ни один советский танк времен войны планетарной коробки передач не получил. Чем она удобна, эта планетарная коробка передач? Например, есть такая вещь, как преселекция. Танкист, сидящий в танке с такой коробкой, мог выставить заранее определенную передачу, потом выжать сцепление, то есть нажать «Пустить», и получить нужную передачу без каких-либо усилий физических, которые он затрачивает. Это, естественно, способствовало и более легким маршам, и на самом деле и надежности техники. Вот на фотографии представлен танк чешского производства, который оснащался как раз этими коробками передач, как их называли тогда, в 30-40-х годы, системой Вильсон с преселектором. Эти танки, они доехали, в том числе до Москвы и Ленинграда, именно из-за того, что обладали достаточно надежностью вот этих самых сложных передач, коробок передач. В них была масса шестеренок, то есть количество шестерен было большим, чем в обычной коробке, но это окупалось
надежностью и характеристиками, которые давали те самые коробки передач Вильса. Естественно, и ставили на более тяжелую технику, то есть, например, на «Тиграх» тоже стояли коробки с планетарными передачами. СССР освоил эту технику годам к 60-м, 70-м. Поэтому, опять же, не надо проецировать Советский Союз хрущевского периода, сверхдержаву с ядерным оружием, на реальный Советский Союз времен Великой Отечественной войны. Что было у нас? Одной из проблем, снижавших возможности тех самых 20 тысяч танков, а точнее примерно 1500 современных машин, а если быть совсем уж точным, то несколько более чем 1000 танков Т-34, были несовершенные коробки передач, которыми оснащались эти в остальном весьма достойные машины в 1941 году. Коробки передач производства завода номер 183 требовали больших усилий на их включение. И кто знаком с автомобильной техникой, на этих коробках не было так называемых синхронизаторов. То есть перед тем, как включить передачу, не раскручивался вал, на который предполагается передать мощность с помощью особого устройства синхронизатора. Включались передачи передвижением шестерен. Естественно, хорошо и грамотно, как выражались тогда танкисты, воткнуть передачу. Это было в определенном мере искусство, требовало больше выучки. То есть изделие более дешевое, более простое, но требовало на самом деле больше выучки. Естественно, и надежность таких систем, она была, таких коробок, она была ниже. Многие машины, оказавшиеся, что называется, на обочине дорог в 1941 году, Т-34, они были как раз поражены вот этими проблемами. То есть выход из строя коробок передач, главных фрикционов, то есть сцепления, и проблема до конца не решилась, на самом деле, до 1943 года. То есть в 1943 году уже танки Т-34 получили приемлемую надежность. Это касалось и двигателей, и коробок передач. Более тяжелый танк КВ, то есть танк Т-34 примерно 30 тонн, а КВ это 45 тонн. И в танке КВ была все же коробка получше. Там были не на всех передачах хотя бы синхронизаторы, но тем не менее на такую тяжелую машину 45 тонн все равно было слабовато. И выход из строя коробок передач был большой проблемой танков КВ в 1941 году. Сами по себе танки с толстой броней, с сильной пушкой, но вот это был такой ахиллесовой пятой. Когда промышленность поехала в эвакуацию и упало качество, то тут проблемы только множились. В частности, на Крымском фронте всплыла в марте, точнее в конце февраля, в марте 1942 года такая проблема, что просто элементарно ломались коробки передач, сделанные с нарушением технологий. И танки выходили из строя, естественно, не выполняли задачу. И трагедия Керченского полуострова, трагедия Крымского фронта мая 1942 года, одна из причин — это как раз-таки вот эти проблемы с надежностью танков КВ. Когда марши были ограничены, например, под Ленинградом, действительно КВ играли существенную роль, а когда их требовалось гонять большие марши там, по 1000 километров в приграничном сражении, это приводило к массовому выходу из строя и потере машин, в том числе и по небоевым причинам, не только ввиду того, что их поражали вот этими самыми серебряными пулями подкалиберных снарядов, но и технические проблемы. И окончательно проблема решилась только к 1944 году, когда массово пошли танки ИС, более надежные и совершенные. Еще в копилочку бедных-богатых. Богатая Германия могла каждую танковую дивизию обеспечить своей собственной эскадрильей разведчиков из так называемых костылей.
Это самолет-разведчик, моноплан «Парасоль», как принято его называть с точки зрения авиационной терминологии, Хеншель-126, прозванный «Костыль» за такую характерную форму фюзеляжа и крыла, придавался вместе с не менее широко известной рамой немецким подвижным частям, подвижным соединением, то есть именно от дивизии, и позволял осматривать все вокруг с воздуха. Где это было полезно? Приведу конкретный пример. Это Сальцы, успех локальной Красной Армии, окружение немецкой 8-й танковой дивизии под Сальцами. Дело происходит в июле 1941 года. И, будучи окруженными, немцы сумели нащупать дорогу для прорыва, пусть, по крайней мере, частично. Понятно, что им пришлось побросать часть техники, в том числе оружие, но тем не менее им удалось выскочить из котла именно благодаря тому, что самолет-разведчик осмотрел местность вокруг и показал, где можно прорываться и какие там установлены где орудия поразить с воздуха, чтобы обеспечить этот самый прорыв. То есть вот эта вот возможность вложить больше средств в оснащение подвижных соединений, они тоже играла свою роль. Мехкорпуса они не располагали такими средствами. Советскими корпусами, я не говорю, что танковых бригадах. А еще один момент, это уже 1942 год. Начало 1942 года, успешное контрнаступление Красной Армии, и опять же противник, немцы, нас закидывает золотыми слитками. Когда даже окруженные довольно крупные группировки германской армии, это, например, окруженный в районе Демянска 2-й армейский корпус, почти 100 тысяч человек, там на самом деле собрались двух корпусов дивизии, преимущественно пехота, снабжается по воздуху. Или, например, гарнизон города Холм, или, например, гарнизон города Сухиничи. Заранее были разработаны специальные парашютные контейнеры, которые сбрасывались бомбардировщиками, они просто цеплялись как бомбы, сбрасывались, и можно было доставить окруженным войскам. На самом деле доставлялось все подряд, то есть доставлялось и продовольствие, и боеприпасы, то есть патроны к стрелковому оружию, мины, снаряды, и даже какие-то, может быть, медикаменты или все, что потребуется. То есть на самом деле уложить в этот контейнер можно было все, что угодно. Эти контейнеры, они до сих пор раскиданы по лесам под Демянском, под Волгоградом. То есть это Европа так нам хорошо наследила в лесах вот этими бомбами. Но тем не менее эти бомбы позволяли окруженцам держаться и ждать деблокирующего удара. Конечно, это сыграло злую шутку с Сталинградом и Паулюсом, но тем не менее, вплоть до самых последних дней войны, вот эта доставка необходимого по воздуху, она играла свою роль. Например, играла роль при прорыве в апреле 1944 года из окружения немецкой первой танковой армии Хубе, когда вот такими же контейнерами целенаправленно бомбили, в кавычках, бомбили район движения тяжелых танков, которые пробивали коридор наружу. И вот им сбрасывали горючие боеприпасы именно такими вот бомбами с парашютами. То есть в основании укладывался парашют, и вот такая бомбообразная сбрасывалась разных высот и на парашюте спускалась. Причем, что интересно, парашюты были выкрашены в красный цвет, чтобы легче было искать. И сжигая огромное количество горючего, достаточно сказать, что для снабжения Демянска немцы сожгли 40 тысяч тонн горючего авиационного, высокооктанового. То есть это, в общем, действительно закидывание противника золотыми слитками. Мы себе такого позволить не могли, чтобы, что называется, окруженных в киевском котле закидывать золотыми слитками. Но
такая вот, можно сказать, нарисована мной где-то даже мрачная картина, но тем не менее следует признать, это вообще говоря аксиома, что победу в войне нельзя купить, нельзя заплатить денег, пусть даже много денег, тем самым купить победу. Да, можно облегчить жизнь своим войскам, но они все равно должны покупать исход сражений своими усилиями, своим напряженным ратным трудом. И вовсе не означает, что против вот этого золотого лома не найдется приема соответствующего. Таким приемом, например, в советской промышленности была автоматическая сварка. Немецкие танки вплоть до последних дней варились вручную, а у нас, благодаря академику Паттону, варили танки на специальных автоматах. Это позволяло ставить к станкам, варящим, сваривающим бронекорпус или башню танка автоматически, то есть, что называется, как робот шел и варил робот. Это само по себе тоже хай-тек. Но хай-тек, на самом деле, это все был известен. Это решение такое было понятно, известно, но вопрос был именно в его массовом применении. Вот мы массово варили корпуса Т-34, эти танки Т-34, они стали таким перпендикулярным ответом. Иной раз сварные швы были толщиной в руку, но тем не менее эти танки были. И это был ответ вот на это, так сказать, богатство и закидывание нас золотыми слитками. И именно танки стали наиболее эффективным средством действий Красной Армии. Еще одним средством борьбы, который стал таким перпендикулярным ответом, стали минометы. Вот историки, я как историк, очень многое мне видится совсем иной раз в другом. Я вижу на фотографиях войны, иной раз даже на рисунках художников совсем какие-то вот другие образы встают. И хорошо известен снимок. Это минометчик Николай Поликарпов под Киевом. Такой вот был запечатлен суровый солдат. И что интересно, это был суровый солдат, запечатлен с минометом. И вот минометы стали таким тоже перпендикулярным ответом Красной Армии на германскую артиллерийскую мощь. Если мы, например, почитаем реальные документы по штурму немцами Севастополя, они минометы просто ненавидели. Минометы были их таким, что называется, немезидой, которые могли стрелять из укрытий, из каких-то, что называется, только одним видных с близкого расстояния щелей и поражать наступающих немецких пехотинцев. Более того, в Красной Армии были минометы, которые значительно опередили свое время. Это минометы больших калибров, миномет 120 мм. А позднее, уже в конце войны, появились минометы 160 мм. В послевоенный период процесс пошел дальше, и появились минометы 240 мм, которые по сей день используются на Ближнем Востоке. Ну, на самом деле, вот минометы 82, пусть так доработаны, они тоже используются. Но факт тот, что если мы посмотрим статистику расхода боеприпасов Красной Армии и Вермахта, то мы увидим, что вплоть до 43-го, даже 44-го года немцы выигрывают по большим калибрам. Но при этом Красная Армия выигрывает, причем с хорошим отрывом, по минометам. То есть Красная Армия, более активно используя более простое оружие, она давала своим солдатам на поле боя возможность поразить врага именно вот с помощью таких вроде бы несложных, но достаточно эффективных минометов разных калибров. То есть минометы-полтинники ротные 50 мм, они быстро, так сказать, сошли со сцены, а 82 мм, вот как раз минометчик Поликарпов, он как раз, хотя так кажется, что что-то крупнокалиберное, но это 82 мм миномет. Это была такая рабочая лошадка Красной Армии,
которая очень много и хорошо настреливала, и не меньше настреливали минометы 120 мм. Это вот следующий снимок. И последний снимок справа, это как раз миномет 120 уже на улицах одного из немецких городов в 1945 году. Они очень хорошо себя показали именно в городских боях, потому что могли стрелять через здания. То есть для них, в отличие от многих артсистем, здания, заборы, на самом деле на открытой местности какие-то лощины не были препятствием. Миномет вполне успешно мог перекидывать мины через здания, овраги, холмы. И вообще была очень хорошей штукой. Миномет 160 мм вообще разваливали не очень крепкие дома. Понятно, что там какое-нибудь каменное здание постройки еще 19 столетия или там что-нибудь специально фортификационно не разобьет, но обычные дома, жилые постройки 20-30-х годов, миномет 160 мм складывали на раз. И оценивались как очень эффективное оружие. И, собственно, даже наши в отчетах писали в 1945 году, что мы вынуждаем немцев не прятаться в домах, а копать окопы у домов. Потому что так попадает мина 160, дом складывается, как карточный домик, погребая под собой всех своих защитников. Лучше сидеть в окопе вне дома. То есть как такой вот перпендикулярный ответ, достаточно эффективный. Оказались миномет. Немцы даже скопировали миномет 120 мм, ну, точнее у них был чешский прототип, помимо нашего опыта с минометом 120 мм, но тем не менее реально это все же было по опыту Советско-Германского фронта 1941 года и использованию Красной Армии, массовому использованию крупнокалиберных минометов, которые были таким тоже ноу-хау Красной Армии. Могут сказать о том, что ну хорошо, там 41 год, а что же дальше? На самом деле все эти проблемы, о которых я говорил, проблемы там тяжелой артиллерии, порохов, это все продолжалось почти всю войну. И здесь я специально привел снимки зимы 43-44 годов, когда большой проблемой для Красной Армии стал взлом так называемого белорусского балкона, позиции группы армий «Центр». Под Ржевом-то все понятно, под Ржевом действовало все то же самое. То есть, немцы выигрывали артиллерийскую дуэль, но и в 43-44 годов они еще могли что-то противопоставить. То есть как раз таки расстреливая там по 2500 тонн боеприпасов в сутки, они сдерживали даже Красную Армию образца 43-44 годов, то есть совсем, что называется, и лучше оснащенную, лучше вооруженную, то есть проблема, она оставалась и потребовала больших усилий. В частности, вот эту вот артиллерию группы армии «Центр», ее активно долбили с воздуха штурмовики Ил-2. Я не говорю, что Ил-2 такое специально партикулярное решение. Решения такие вот, что называется, необычные и несимметричные германским, это как раз таки вот танки и минометы разных калибров, а тут просто ее вынесли с воздуха. Но, тем не менее, это была постоянной проблемой вплоть до 1944 года. И вообще, вот опять же, к вопросу о том, как историки и обычные люди могут по-разному смотреть на одни и те же фото. Вот я считаю, что одно из самых пронзительных фото войны — это вот эти солдаты из госпиталя, которые стоят в парке Горького. То есть, ну, они, видимо, один из московских госпиталей, и раненые солдаты на костылях, кто-то потерял ногу, кто-то просто тяжело ранен. И они стоят вот у этого монстра калибром 210 мм, который был одним из массовых орудий, массово использовавшихся в вермахте. И нашим предкам пришлось противостоять армии, которая массово использовала вот эти тяжелые артсистемы калибром 210 мм, которые были, что называется, редкостью в предыдущие периоды, а так с каждый снаряд центнер. Их выпускалось огромное количество во всех сражениях под Сталинградом, и под Курском, и под Севастополем. То есть это была такая рабочая лошадка. И для того, чтобы выиграть войну у тех, кто оснащен таким
достаточно более чем совершенными для своего времени артсистем потребовались большие усилия. В том числе вот ответом на массовое использование немцами крупной артиллерии были танки, которые позволяли обходить все позиции, окружать, загонять в котел и перерезать снабжение боеприпасами. Вот как, опять же, смотришь фотографии с Сталинграда уже после окружения, и там видно вот такие же брошенные тяжелые пушки. Видно, что их оставили без еды. То есть обрезали снабжение боеприпасами и все. Потому что даже на самолете к орудиям таких больших калибров снарядов не навозишься. Хотя формально, конечно, самолет Ю-52 поднимал 2 тонны, но, что называется, такие снаряды тяжелые, по моим сведениям, никогда в котел не возили. И окружив немцев под Сталинградом, окружая там каких-то, тот же Корсунь, и котлы Витебский, Бобруйский, Минский, оставляли их всех без боеприпасов, и все, они уже были, что называется, дракон с вырванными зубами. Но тем не менее, когда мы, подводя, что называется, итог всему сказанному, на мой взгляд, в отечественной историографии последних, может быть, даже десятилетий наметился серьезный крен в отношении использования, роли различных факторов в том, как развивались сражения Великой Отечественной войны, ну и на самом деле Второй мировой. И очень такой серьезный крен идет в отношении человеческого фактора. Говорится там о каком-то мяснике Жукове, там, не знаю, мяснике Коневе, даже там, что называется, мясниках полкового и дивизионного звена. Но это, на мой взгляд, очень во многом это наивное очень рассуждение, поскольку более значимыми факторами было другое. В том числе значимыми факторами вот были те, о которых я говорил. То, что немцы под тем же Ржевом, проблема не в том, что Жуков кого-то там куда-то гнал. Проблема в том, что технически на уровне промышленности 1942 года Красная Армия не могла выиграть артиллерийскую дуэль у немцев под Ржевом в 1942 году, когда на один советский тяжелый снаряд прилетало 2-3 со стороны немцев. Хорошо, если не более тяжелых. И то же самое касалось той же зимы 1943-1944 годов в Беларуси. То есть не все сводилось к возможностям оперативного искусства полководцев. Когда делается акцент именно на людях, надо все же не забывать технику. Вот это вот сражение бедных с богатыми, и каким бы ты ни был гениальным, когда, что называется, у твоего танка ломается коробка передач, потому что ее, что называется, сделали на эвакуированном предприятии не из той стали, ее спроектировали, исходя из возможностей предприятий, которые были, а не гипотетических предприятий, которые существовали, что называется, в Чехословакии или в Англии, то даже какой бы ты ни был храбрый, сильный человек, это все, это приведет тебя к гибели. То же самое касается тех же вот тяжелых систем, когда да, ты можешь быть сколько угодно сильным, крепким бойцом, у вас может быть, что называется, рубака парень, полковник, командир полка, но когда идет заградительный огонь вот таких мощных орудий, через него пройти, это что называется, пройти врата ада. И это же касается там, опять же, использования там, тех же 34-х в 1941 году. Едучи в бой, не все это, конечно, осознавали, но они ехали отнюдь не на неуязвимых машинах. Это было, конечно, не бросание стеклянных стаканов в стену, как в случае там, 126 БТ, но атакуя немецкие позиции, надо быть готовым было к тому, что влетит вот эта серебряная пуля. И как раз те авторы, которые писали тогда, во время войны, ну и вскоре после нее фронтовики, они более реалистично оценивали возможности своей техники. И тот же Кутуков, когда писал воспоминания, он прекрасно понимал, что его танки Т-34, это, что называется, неуязвимые монстры, которые, что называется, летят на крыльях, на широких гусеницах и все сносят.
Они воюют с сильнейшей на тот момент армией мира, вооруженной, с сильнейшей промышленностью просто богатой страны, которая может очень многое банально попытаться купить. Но победу купить нельзя. Это многократно доказывалось. Это доказывается в том числе и в наши дни. И это надо тоже помнить, что победу не купишь. Победа – это усилие не только промышленности, но и усилие людей. То есть только имея, так сказать, мотивированный личный состав, можно всем этим воспользоваться. Потому что понятно, что какие-то там румыны, для них эти все серебряные пули, оно было более-менее бесполезно. Оно им не помогало. Многое очень зависит именно от выучки, от храбрости, от каких-то, в том числе и способностей полковников, генералов. Победу купить нельзя. Хотя, что называется, кто-то может подумать, что, так сказать, немцы предприняли в этом отношении хорошую попытку. Но есть законы военных действий, истории, против которых не попрешь. Но разговаривая о столкновении нашей страны в 40-е годы с немцами, надо всегда помнить, что это была война бедных с богатыми. Несмотря на индустриализацию, за 10 лет пробежать тот путь, который пробегали другие за 100, это невозможно. Можно сделать очень многое, можно достичь, в том числе каких-то, найти какие-то, нащупать вот эти самые перпендикулярные решения, но тем не менее чудес ожидать не приходится. Вот что я сегодня хотел рассказать.